У меня есть хобби, с утра я просматриваю оппозиционные СМИ. Понятно, не украинские, потому что в Украине оппозиционных СМИ нет. Есть правдивые СМИ, парочку. Кстати, говорят, что скоро не останется их, потому что они резко сменят свою направленность и превратятся в патриотические СМИ. А патриотическими СМИ являются те, ну вот так вот по искривлению, те, которые не говорят ничего плохого про власть, постоянно врут. В общем, как издание постоянно начинает врать, оно становится моментально патриотическим. Если бы я сейчас начал вам брехать как собака, я стал бы сразу же патриотом в глазах тех, кто считает, что патриотом является лгун. В общем, я не просматриваю оппозиционные СМИ из Украины, потому что их там нет. Я просматриваю оппозиционные СМИ сопредельного с Украиной государства или государств. Допустим, белорусское издание, но оно не является белорусским, оно является белорусским оппозиционным, скажем так. Белорусское оппозиционное издание «Хартия-97», они постоянно выбирают самое отборное из украинских СМИ и печатают у себя. То есть, хочешь почитать какую-то выжимку дерьма или фейки, то почитай Хартия-97. Вот такая вот вам реклама, ребята. Вам же деньги выделяют, могли бы получше работать. Вот, все оппозиционные СМИ чем-то похожи друг на друга. Один из снарядов чуть не попал в дом террориста Захарченко. И здесь цитата, что самое интересное. Говорят местные жители, вот, пишет местный житель, а второй пишет, когда уже прекратится безумие на Донбассе, бла-бла-бла-бла, не понимают террористы по-хорошему, нужно поступить с ними так, как во всем мире поступают с террористами, никаких переговоров. Мы больше года назад ввязались в противостояние, теперь из него есть только два выхода, либо поражение, либо победа, никакого третьего минского формата не дано, пишет дончанин. Ну это понятно, это подхватили, местные жители пишут. Не понимают террористы по-хорошему. Ну, не понимают. Тут следует еще раз уточнить. Хартия-97 не является первоисточником. Они собирают отборнейшее в украинских СМИ. А первоисточником является издание «Информатор». Кстати, на это издание очень часто ссылаются украинские СМИ. «Информатор». Террористы по ошибке чуть не попали снарядом в дом своего лидера. И вот здесь. Сколько можно это все терпеть? Не понимают террористы по-хорошему. Нужно поступать с ними, бла-бла, надо поступить, надо убить. Все. Понятно. Для того, чтобы найти, да что же там написала эта дончанка, следует просто обратиться к первоисточнику. Это не сложно. Можно просто найти этот первоисточник. И мы тогда увидим, какие слова потерялись из того, что написала дончанка. Потерялись в украинских, ну и в оппозиционных белорусских СМИ. И прочтем оригинал. Сколько можно все это терпеть? Не понимают киевские террористы по-хорошему. Нужно поступать с ними так, как во всем мире поступают с террористами. Никаких переговоров. Замириться с США и его украинской марионеткой не получится. Мы больше года назад ввязались в противостояние. Всего-то. Раз, два. Одно предложение и одно слово. И как все меняется, а? Убери одно предложение, а из другого предложения убери одно слово. И вот ты уже сделал фейк, который может повлиять на умы твоих читателей. Если ты их считаешь абсолютным дерьмом, которое не способно найти первоисточник. Дерзайте, пацаны, вы лучше.